Неожиданный поворот событий произошел в конце января в Саудовской Аравии. Аравии. Да, всем египетским яхтам, а там почти все яхты египетские, прилетело предписание предоставить целый список документов для новой классификации яхт и получения новых разрешений для выхода на маршрут. То есть все бумаги, собранные ранее, и все действующие разрешения оказались никому более неинтересны, и начиная все по новой. Причем времени для раскачки не дали вообще. Ха, но не в моменте. Да, и прямо в этом моменте саудовские чиновники указали всем египетским яхтам на Египет. Вы спросите, а как же все те люди, которые забронировали сафари в Саудовской Аравии, купили билеты, построили планы? А кого из чиновников, когда-либо и где-либо это волновало? Первым ушел Royal Evolution. Отработав более года в Саудовской Аравии, яхта вдруг, без предварительного предупреждения, получила запрет на выход в море. Никакие разговоры о колоссальных убытках, падении доверия к Саудовской Аравии в туристическом мире не произвели на чиновников никакого впечатления. Хозяин Royal Evolution, яхты с 20-летним стажем успешной работы в Египте, просто не понял этого демарша. Он даже не стал тратить время. Типа не моя война. Да, яхта Андромеда долгое время убеждала всех, что у нее все нормально, каждый раз надеясь успеть утрясти эти проблемы до очередного заезда. Однако в итоге раз за разом была вынуждена признавать, что пробить чиновничью стену все еще не получается. Проблема оказалась гораздо более сложной, чем просто сбор документов. Саудовские власти мешали их продвижению под любым предлогом. Новая классификация яхты и новые разрешения до сих пор не получены. А сегодня уже апрель. Аннулированы все заезды февраля, марта и апреля. Яхта потерпела гигантские убытки. Каждую неделю по 20 человек. Да, яхта вернула им 100% стоимости сафари. Несмотря на то, что официально такой случай попадает в категорию форс-мажоров. В общем, респект, надо сказать. Ну, вообще нет больше Саудовской Аравии для дайвинга, да? Да, но не совсем. Есть две компании, которые сейчас там работают. Одна из них владеет яхтой Альмонде. Это единственное судно с регистрацией в Саудовской Аравии. А это значит, не в Египте. И у нее, вот сюрприз, было все хорошо с самого начала. К ней у местных чиновников не было и нет никаких вопросов. Ну ясно, откуда ветер дует. Да. И, наконец, тадам! Герой нашего выпуска — итальянская компания Марроса с египетской регистрацией яхты «Тайфун», а в саудовской раскладке «Сауди Эксплорер». Понеся ощутимые потери, она вышла все же победителем. 27 марта они получили подтверждение новой классификации и разрешение на работу яхты в Саудовской Аравии до 19 июля. По правилам, первое разрешение дается на 4 месяца, а потом продлевается почти автоматически. Поэтому у руководства компании позитивный настрой на дальнейшую работу в этой стране. Хотим отметить, что на протяжении всей этой неприятной истории итальянцы держались более чем достойно. Ничего не скрывали, давали нам полную свободу выбора, ждать или аннулировать брони, и при аннуляции вернули средства при первой же просьбе. Эй, красавчики. Да, приятно работать с такими партнерами. И, кстати, практически все дайверы, которые были вынуждены перестраивать свои поездки из-за этой ситуации, с пониманием отнеслись к этому форс-мажору. Дайверы лучшие. Да, я Марина Бриз, с вами были Дайв Новости. Подписывайтесь и не пропустите следующий выпуск. Оставайтесь на волне.